Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и мой сегодняшний собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Volkswagen впервые за 88-летнюю историю закрывает завод в Германии, пишет Financial Times. Александр, что происходит с автопромом? Цены на газ стабильны, отмену ДВС поставили под вопрос. Переход на электрички переоценили. Чего не хватает Volkswagen для счастья? Ведь все же вроде налаживается. Смотрите, Европа, безусловно, является крупным автопроизводителем. Без шуток, без иронии, Европа – это крупный автопроизводитель, где действует сразу несколько концернов, но ситуация с этими концернами очень сильно не одинаковая, и динамика продаж у них тоже очень сильно не одинаковая. А, Кроме того, Европа является еще и довольно крупным рынком сбыта для автомобилей. Однако позиции Европы за последние лет 5-7 пошатнулись очень-очень-очень сильно. То есть, в принципе, если мы посмотрим на мировой авторынок, мы увидим, что примерно треть этого авторынка – это Китай, как покупатель и как производитель автомобилей. Процентов 20-22%, там, в зависимости от того, какой год мы возьмем и от каких показателей будем плясать, порядка 20-22% это Соединенные Штаты. А давайте, чего я тут в процентах? Примерно 30 миллионов автомобилей продается в Китае, примерно 18 миллионов автомобилей продаются в Соединенных Штатах Америки и примерно 13 миллионов автомобилей продаются в Европейском Союзе. Ну, хорошо, 13-14 миллионов. Проблема вот в чем. В Европе продажи очень сильно упали. Очень сильно упали, при том, что пик для США и Европы пришелся на 2017, пожалуй, год, после чего начался спад. Спад, который был усугублен 2020 годом. Потом на проблемы, общие проблемы для всех, которые возникли в 2020 году, наложился еще кризис полупроводниковой продукции. И вот этот кризис полупроводниковой продукции в сочетании с экономическим кризисом, в сочетании с кризисом, который был в иных аспектах вызван пандемией, ударил по европейскому автопрому и по европейскому рынку автомобильному больше, чем по другим рынкам. Скажем, китайский рынок довольно быстро очухался и перешел, да практически уже летом 2020 года вернулся к росту. Американский рынок колебался, но тоже довольно быстро пришел в сознание. Вот европейский рынок после падения 2020 года до сих пор еще приходит в сознание, тем более, что по Европе из всех развитых рынков сильнее всего нанес удар энергетический кризис. А у вас сочетание последствий ковида, последствий кризиса полупроводниковой продукции и последствий энергетического кризиса, которые все вместе били по благосостоянию населения. Ну так вот, вот эти все последствия не могли не сказаться на покупательной способности населения и на их желании вкладывать средства в новые автомобили. Европа, рынок, все еще очень крупный, все еще интересный, но перспективность этого рынка вызывает уже вопросы. Вопросы вызывает перспективность этого рынка, исходя из накопившихся экономических проблем, которые, ну, мягко скажем, не очень сильно разрешаются. И планы Европейского Союза по отказу от ДВС. Да, какие-то сообщения Блумберга со ссылкой на источники, что отказ от ДВС могут перенести. Ну, я не удивлюсь, если перенесут. Но перенесут насколько? Хорошо, планировали в 1935 году, а будут планировать в 2040 году. Мы уже касались как-то этой темы, когда говорили про нефтепереработку, и там я обрисовывал ситуацию следующим образом, что вот все эти планы, условно говоря, экологические, хотя к экологии это не имеет никакого отношения, по крайней мере, не исходя из желания защищать экологию, все эти планы придумываются. Так вот, все эти, условно говоря, экологические планы очень плохие сигналы подают нефтепереработке, химической промышленности, различного рода инженерным бюро и автопроизводителям. Потому что с точки зрения автопроизводителей эти планы говорят следующее. Ребят, скоро европейский рынок будет отдан китайцам. И вот тут мы приходим
к тому, с чего я начал, а именно с графиков, которые у себя постят уважаемые экономические каналы, без шуток, довольно крупные, уважаемые экономические каналы, и которые из этих графиков делают, ну, на мой взгляд, забавные выводы. Что вот, Европе надо дружить с Соединенными Штатами. Дорогие друзья, если вдруг вот кто-то из этого канала нас смотрит, слушает, а также нашей уважаемой части аудитории, то есть всем остальным, я расскажу следующее. С точки зрения европейских производителей, они теряют позиции в нижнем ценовом сегменте, проигрывая поставкам из Китая. Если кому-то кажется, что Россия, только Россия покупает автомобили в Китае, а все остальные брезгливо морщатся и говорят, фу, господи, у нас есть наш благословенный европейский автопром, которому хвалу поют не только российские автоблогеры, которые снимают смешные исторические фильмы, где в трех соснах путаются. Вот. Не только молятся, значит, на Volkswagen эти вот российские автоблогеры, но мы тут все Европы молимся на Volkswagen, а также на более мелких производителей. Так вот, у нас есть наш европейский автопром, и зачем нам этот китайский? Фу-фу-фу на него. Не фу-фу-фу, дорогие друзья. Китайские автомобили в Европе, точнее, поставки китайских автомобилей в Европу растут. И они превышают, ну, в Европейский Союз, они превышают количество поставок в Российскую Федерацию. И, скорее всего, они будут расти, потому что конкурировать с китайским автопромом в нижнем и в среднем ценовом сегменте становится очень-очень сложно. А учитывая странные странные законодательные сигналы, которые подает европейское руководство, еще и очень сложно, потому что вам невозможно адекватно планировать вложения в свои производства на территории Европейского Союза. На территории Европейского Союза тяжело планировать вложения, потому как вам сегодня чего делать? Ну, то есть оборудование стареет. Наступает момент, когда вам нужно это оборудование менять. Ну, я так, знаете, условную некую схему обрисовываю. И вот в следующие 10 лет такого оборудования будет, ну, довольно много. Вам что ставить вместо этого оборудования? Вам ставить новые линии по производству электромобилей, покупая аккумуляторы в Китае? Или комплектующие для аккумуляторов, покупая в Китае? Это я к той части аудитории, которая молится на литий, который где-то, вот знаете, рядом с Россией пытаются найти, который очень всем нужен. Ой, без лития, только литий обеспечит развитие Европы. Я, опять же, у наших лидеров общественного мнения все эти интересные рассказы слушал. Важно не литий иметь, а производство конечной продукции из этого лития. И вот с производством у Европы плохо, а у Китая хорошо. Значит, вы разворачиваете цеха по производству электромобилей и все равно зависимы от китайских комплектующих. Но это если ДВС не нужны. А они ведь не нужны. Вы завтра вложите деньги в линии, ну, как бы переоборудовав линии, которые собирают автомобили с ДВС, а времени на то, чтобы эти линии окупились, у вас не будет. Потому что, хопа, через пару лет у вас наступит запрет на продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. И тут возникает вопрос. А нет ли где-нибудь вокруг вас какой-то территории, которая является крупным растущим рынком, где все хорошо с комплектующими, где от вас не отворачиваются, а приглашают из серии, ребята, идите сюда, свои компетенции инженеров, конструкторские бюро, все сюда тащите, но только в партнерстве с нашими уважаемыми компаниями. И разворачивайте производство здесь. Кстати, если вы захотите под своим шильдиком отвести продукцию к себе по месту прописки, вообще не вопрос, везите, конечно же. То есть там каких-нибудь, насколько мне известно, коды в Китае собираются больше, чем в других регионах мира. И продается там их больше. В целом продажи концерна Volkswagen в Китае, ну, мягко скажем, перспективные. А если посмотреть на то, что часть электромобилей, а Volkswagen сейчас поднялся на 4-ю позицию в мире по продажам электромобилей, так вот, что часть, в кавычках, электромобилей, которые продает Volkswagen, это электромобили китайского производства, в том смысле, что это на заводах китайских Volkswagen и его китайских партнеров собираются эти электромобили, то как бы пути дорожки уже проложены. И автомобили с ДВС можно везти из Китая. Volkswagen, Шкода.
И электромобили можно везти из Китая. Можно даже в Европу их везти. И возникает вопрос, а зачем вкладывать деньги в европейские производства, если у вас есть возможность вложить в китайские производства? И будет не только ничем не хуже, а будет даже лучше, потому что там нету странных законодательных сигналов, есть все необходимые производства всего необходимого оборудования, всех необходимых комплектующих и прочего, прочего, прочего. А если вам кого-то не хватает из инженерных кадров, конструкторов, ну, привезите из Европы. Господи, релоцировать этого человека будет, ну, наверное, дешевле, чем, знаете, с заводиками заморачиваться на территории Европейского Союза. А Штаты? А при чем тут Штаты? А при том, что в Штаты из Европы идут автомобили верхне-среднего и верхнего ценовых сегментов. То есть по деньгам Штаты, конечно, являются крупным рынком сбыта для европейских автомобилей. Китай в меньшей степени является... Да, кстати, Китай тоже покупает автомобили европейской сборки. Потому что это не потому, что в Китае становится меньше денег, а, во-первых, потому что производство разворачивается на территории Китая, а во-вторых, как бы так помягче выразиться, у китайцев, видимо, ну тут я там не знаю, Руслана Карманова надо дернуть, чтобы он об этом подробнее рассказал. У китайцев, видимо, растет доверие к своему автопрому. Просто, ну, насколько мне известно, купить Audi в Европе, оплатить доставку и ездить потом, да, у меня Audi европейской сборки, было престижно, почетно, ну, лет 10-15 назад в Китае. А с тех пор эти настроения несколько поутихли, несколько знаете, а, подуспокоились. И серии, так у нас производится, у нас лучше, у нас замечательно, у нас вообще все самое лучшее. И финальное, что здесь стоит сказать. Автомобили являются крупнейшей статьей экспорта для той же Германии. Порядка 17% экспорта – это автомобили. И да, для Германии происходящее не сулит ничего хорошего. Происходящее не в релокации производств того же самого Volkswagen, а происходящее в Европе в целом. Потому что, с одной стороны, европейское руководство говорит, ребята, мы отказываемся от двигателей внутреннего сгорания, зеленый энергопереход, электромобили. И у нас все такие, мама родная, смотрите, они уже практически пересели на электромобили. Не сегодня-завтра. Все будут только электромобили производить. А у европейских автопроизводителей паника, потому что они понимают, они не вывезут. Простите за неловкий. Хотя почему неловкий? Хороший каламбур. Европейские автопроизводители не вывезут конкуренцию с китайскими электромобилями, которые, в частности, начинают производиться в Венгрии, где-то там, в Испании, Португалии, ну и в других регионах Европейского Союза. Уже начинают. И какие-нибудь там Фиаты, Volkswagen и прочие замечательные автомобили смотрят на происходящее, все замечательные марки автомобилей, смотрят на происходящее и понимают, ай-яй-яй-яй-яй-яй, надо что-то делать, надо как-то вот, знаете, изменять свою стратегию, переехать, что ли, куда-нибудь, где лучшие перспективы. Ну, а Европа, в конце концов, ну, если она останется рынком для... У меня тут, если что, на коленке присел кот, и кот пытается сейчас упасть, пока я вам это все рассказываю. Вот, так вот. Европа, если останется рынком сбыта, ну, то есть, будут все переносить отказ от двигателей внутреннего сгорания. Ну, в конце концов, туда же можно привезти или сделать отверточное производство. Отверточное производство – это тоже хорошо. Но если вдруг вы заводик увезли, а его надо вернуть обратно, ну так не надо его возвращать в заводик полного цикла. Ну, везите туда комплектующие, которые в Китае будете собирать. Будете штамповать, точнее, собирать на месте в Европе. Или готовую продукцию туда отправлять. Одно меня тут беспокоит. Как наши автоблогеры будут жить, которые молятся на Volkswagen? Тяжело им придется в ближайшее время, потому что Volkswagen становится все более и более китайским. Такая вот история, дорогие друзья. На этом все.
Всего хорошего. Александр, большое спасибо за комментарий, друзья. Подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Подписывайтесь на телеграм-канал Александра Фролова. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на Sponsor.ru. Спасибо, до новых встреч.